Привет, друзья! В этом видео я буду сеять семена скороспелых томатов. Я расскажу об особенностях замачивания, проращивания и посева семян томатов. И покажу все эти процессы. Сейчас начало апреля. Через 2 месяца в моем регионе закончатся ночные заморозки, а это значит, что наступило время посева семян томатов для открытого грунта. В это время, как правило, производят посев ранних сортов томатов. Рассаду этих сортов можно высаживать в открытый грунт уже в возрасте 60-70 дней, а через 80-90 дней от посева уже можно получить первый урожай. Этой весной я сажаю 17 сортов. Перед посевом семена я обычно замачиваю в воде. Почему я это делаю? Агрономы, когда определяют процент всхожести семян, выделяют такое качество семян, как энергия прорастания. Энергия прорастания – это процент проросших семян за определенный срок. Растения, которые появились из первых наклюнувшихся семян, являются самыми высокоурожайными. Поэтому я практически никогда не стимулирую семена какими-либо средствами, чтобы они показали свою эту самую энергию прорастания. Именно из таких семян рассада будет крепкой и здоровой. Во-вторых, замачивание семян перед посевом позволяет мне добиться равномерных всходов и в максимально короткое время. Все растения будут в одинаковой стадии развития. В-третьих, замачивание семян дает возможность одновременно провести их обеззараживание, тем самым значительно снизить вероятность заболеваний и увеличить урожайность на 30%. Я применяю способ обеззараживания семян, который заключается в обработке семян горячей водой с температурой в 50 градусов по Цельсию. Но этот способ требует обязательного соблюдения некоторых правил. Если вам интересно, напишите в комментариях, и я сниму об этом отдельное видео. Итак, переходим к замачиванию. Семечки томатов нужно опустить в теплую воду, температура которой 25 градусов. В ходе замачивания семян их следует периодически перемешивать. Замачивание семян будет более качественным, если вы семена опустите в воду, например, в марлевом мешочке. Если в воду из семян будет выделяться бурое вещество, то воду необходимо менять. Семенам томатов для набухания при комнатной температуре требуется около 18 часов. Если держать семена в воде более длительное время, то они могут испортиться. Надо помнить, что скорость водопоглощения увеличивается с увеличением температуры воды. Через 18 часов для появления корешков у семян я раскладываю семена на влажные бумажные полотенца и помещаю их в полиэтиленовый пакет. Когда корешки достигнут длины 5 мм, можно производить посев. Корешки появляются быстро при температуре воздуха 29 градусов. После появления корешков я уже со стопроцентной уверенностью в том, что семечко живое, перехожу к посеву. Сейчас я буду сеять семена томатов в отдельные горшочки, без последующей пикировки. Горшочек наполняю дренажом и грунтом только наполовину, чтобы было место для добавления грунта по мере роста растения. Без пикировок и пересадок растения развиваются быстрее, поскольку не требуется времени на приживаемость и адаптацию к новым условиям. Из-за высоких стенок горшочка росток получает свет только сверху, поэтому этот способ можно использовать, если есть в наличии лампы для досвечивания. Почва должна быть высокопитательной и рыхлой. Она должна хорошо пропускать корням воду и воздух и иметь уровень pH в пределах от 5,5 до 6 единиц. Семена у томатов мельче, чем у перцев, поэтому и глубина посева меньше. Она составляет от 5 мм до 1 см. Семена при 25-27 градусов прорастают равномерно, в среднем через 1-2 дня. После появления всходов
Пленку снимаю и помещаю всходы в самое светлое место. Томаты более светолюбивы, чем перцы и баклажаны. Они требуют много света – 16-18 часов в день. Открываю секрет. Чем больше рассады находится на свету, тем скорее она начинает цвести. Также при появлении всходов я понижаю температуру до плюс 18, плюс 21 градуса днем и до плюс 16, плюс 18 градусов и ниже ночью. Такая температура способствует развитию корневой системы и притормаживает рост надземной части, что предотвращает вытягивание. Полив рассады делаю умеренный, так как от избытка влаги томаты начинают вытягиваться, как и от недостатка света и высокой температуры. Не забудьте подписаться на канал. Жду ваших комментариев. Спасибо за просмотр. Пока, друзья.